Привет всем, меня зовут Бактыбала, и я психолог. Сегодня у нас речь пойдет о чувствах и как с ними работать. Для начала хотела вас попросить подписаться на мой канал и включить уведомления о публикациях. Так что же такое чувство? Чувство — это устойчивое эмоциональное состояние, которое испытывает человек во время соприкосновения с определенной ситуацией или с человеком. Чувства, они надситуативные. То есть, если ваша первичная эмоция может быть одной, но ваше чувство может быть абсолютно другим. Также чувствам свойственна амбивалентность, то есть двойственность. Вы можете испытывать абсолютно противоположные чувства к одной и той же ситуации или к одному и тому же человеку. Чаще всего люди живут на автомате и не распознают, не замечают, не видят вообще свои эмоции и чувства, что ведет к тому, что человек начинает испытывать постоянную усталость, у него повышается гневливость, тревожность, срывы на близких людей и состояние апатичности. Но мода на позитив рождает еще больше фрустрации и чувств, за счет чего человек становится абсолютно нечувствительным ни к себе, ни к другим. Он не умеет сочувствовать, быть в социуме, ему становится тяжело, и поэтому он не живет, а существует. Таких людей вы сможете распознавать в диалоге, когда сможете научиться разбираться в своих чувствах. Когда я развила навык чувствительности к себе, моя жизнь стала намного лучше. Я стала чувствовать себя более гармоничной и спокойной внутри. Поэтому я вам рекомендую начать развивать этот навык так раньше, как вы можете. Если вам будет сложно и вы достаточно травмированный человек, вам лучше будет обратиться в терапию и попросить о помощи. В этом нет ничего плохого, это даже лучше, чтобы вам помог профессионал в этом нелегком пути. Человеческий мозг очень сложный конструкт, поэтому, когда человек думает, что он испытывает только злость, на самом деле за ней может стоять тревога, страх, вина и стыд. То есть это может быть большой комплекс разных чувств, который влияет на состояние человека и на его действия. Что самое важное на пути к развитию навыка чувствительности к себе? Это валидировать чувства, видеть их, принимать и проживать их. Перестаньте делить чувства на хорошие или плохие. Испытывайте весь спектр чувств. Ведь это же прекрасно. И злиться, и грустить, и веселиться, и любить. Это все есть в нашей жизни, и это все важно. В детстве родители часто обесценивали наши чувства, говоря «не злись», со взрослыми разговаривать так нельзя и так далее. И мы выросли с такими установками, но это не значит, что мы должны, будучи во взрослом возрасте, жить с этими установками всю жизнь. Сейчас я вас научу пользоваться таблицей чувств, благодаря которой вы сможете уже в несколько дней улучшить ваше психологическое состояние. Это таблица чувств. На самой верхней строчке есть базовые чувства, которые может распознать любой человек. Приведу вам пример. Допустим, я выпускник университета. Я получила свой первый диплом бакалавра и готова вступить на профессиональную деятельность. Из колонки «Радость» я чувствую счастье, восторг, возбуждение и предвкушение по поводу того, что я окончила университет. Но в то же время я чувствую тревогу, беспокойство и растерянность из колонки «Страх», так как есть неопределенность будущего и страх взрослой жизни. Также я чувствую сожаление о том, что придется расстаться с сокурсниками и студенческой жизнью, и чувствую загнанность того, что нужно будет теперь все время работать. Это из колонки «Грусть». Теперь вы наглядно можете увидеть, сколько чувств, амбивалентных чувств вы можете испытывать к одной и той же ситуации. А теперь представьте, каждый день с вами происходит десятки ситуаций, вы встречаетесь с десятками людьми и соприкасаетесь с ними, и, естественно, вы испытываете разного рода чувства. Теперь задайтесь вопросом, проживая ваш каждый день, можете ли вы распознать свои чувства к определенной ситуации или человеку? Это был вопрос для обдумывания. Сейчас я хочу перейти непосредственно к упражнению. Вам нужно будет сделать скриншот таблицы чувств и поставить будильник на каждый час вашего светового дня. То есть, если вы встаете в 8 утра и
ложитесь спать в 11, то есть вы каждый час ставите себе будильник, и как только он прозвенит, несмотря ни на что, ну, конечно, если вы не за рулем, вы открываете эту таблицу, смотрите на нее и спрашиваете, что я чувствую сейчас. Вам нужно будет ответить на этот вопрос, но здесь самое важное начать это предложение со слов «я сейчас чувствую». Допустим, «я сейчас чувствую радость, потому что услышала хорошую новость». Это упражнение займет у вас буквально 1 или максимум 2 минуты из вашей жизни, и дальше вы можете заниматься тем, что вы хотите. Но я вам гарантирую, что после выполнения этого упражнения хотя бы на протяжении 1 или 2 дней вы уже почувствуете результат, вы начнете замечать свои чувства и понимать их. Пару месяцев назад я сама была в очень большом депрессивном эпизоде, и это упражнение мне очень помогло, поэтому я хотела с вами поделиться с ним. На этом видео подходит к концу. В следующем видео я расскажу вам, как наладить ваши межличностные отношения с партнером или с любым другим человеком и рассказать о своих чувствах правильно. Благодарю вас за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте уведомления о публикациях, рассказывайте обо мне своим друзьям и давайте повышать наш уровень осознанности вместе. Всем пока!